Глядя вот на современный Киев, создается такое впечатление, что люди настолько беспечны, то есть не понимают, не осознают риски и вызовы ближайших даже не лет, наверное, а месяцев, что порой даже удивляет. Вот как вы считаете, оправдана ли их беспечность? Они не просто беспечные, они просто как... Вот представьте уровень развития между ребенком и рыбой. Рыбы беспечны, потому что у рыбы память, ученые спорят, у рыбы память минута или 3 минуты. Она подплывает к крючку, дергает его, крючок рвет ей губы, она срывается с крючка, 2 минуты 3 поплавала, и через 3 минуты опять возвращается к этому крючку. У нее память 3 минуты. Так вот, это рыба. Ребенок. У ребенка память тоже, разные можно доводы приводить. Мы говорим, там, ребенок 5-8 лет. У него память неделя. Он за неделю, любое событие плохое, произошедшее с ним, при правильном подходе и успокоении, ребенок за неделю забывает. Кроме очень серьезных травматических событий, там отец-мать, но ребенку нужно 3 месяца, чтобы снялся этот стресс. Так вот, сегодня майданное сознание дошло до того, что средняя память у киевлянина короче, чем у ребенка, но длиннее, чем у рыбы. Поэтому вот находится в этом промежутке. Поэтому ничего они бояться не могут. И ожидать от них чего-то другого не стоит. Как только вы от них ожидаете другого восприятия мира, то вы изначально неправильно ставите задачу, изначально неправильно делаете ошибку изначально. Поэтому на них даже нельзя обижаться. Я мало того скажу, это не только так с украинцами. Давайте вспомним, что после того, когда 8 мая капитулировала Германия, в Берлине остались только несчастные, добрые люди, обманутые гитлеровской пропагандой. Вот вам пример. Так всегда было в истории. Но есть особо ценные экземпляры, которые, я бы так сказал, немножко сошли, на этом всем немножко сошли с ума. Мне было очень интересно наблюдать, когда директор департамента Министерства обороны Украины в передаче у известного журналиста гея, открытого, известного, вот представьте, да, вот начальник департамента Министерства обороны в передаче с открытым геем, это не значит, что гей не может быть журналистом или вести передачу, может, но начальник департамента Минобороны в передаче с геем на всю страну говорит, что российская армия может захватить Киев. Буду более корректным. Цитата. Российская армия может дойти до Днепра, но половина Киева находится за Днепром. То есть безумство, или как говорит Роман Василишин, лютый в головах у Министерства обороны. Уже не надо вытаскивать, не надо пытать, не надо платить деньги. Они приходят в передачу к геям, и начальник департамента Министерства обороны говорит, российская армия дойдет до Днепра. Что должно случиться в нормальной стране? Такой, как США, Россия, Китай, Германия. Он должен быть снят с должности и предан суду. Без права ношения формы, без ничего другого. Как может, представьте, заместитель Шойгу сидит на Первом канале в Москве и говорит, да, немецкая армия может дойти до Москвы-реки. Понимаете, да? А ты зачем, вообще кто, ты зачем нужен? При этом, то есть, что это говорит? Что он враг украинского народа, провокатор и предатель. То есть провокаторы из Министерства обороны на всю страну говорят, что российская армия дойдет до Днепра. Причем что, половина Киева с той стороны Днепра.
Я думаю, что он должен быть, конечно, под трибунал осужден должен быть. Разумеется, нет, мы не говорим, что он должен быть расстрелян там, и все остальное. Пускай работает на пользу народного хозяйства где-то, клеит спичечные коробки там. Но если в это все абстрагироваться, то ведь это ложь. В 2009 году, когда мы выпустили с Романом Василишиным книгу «Брат», мы описали все сценарии, которые будут военные. Ничего не поменялось с той стороны, только некоторые случились. Мало того, эта книга была отправлена и в аппарат президента украинского, и в Министерство обороны. И если бы в Министерстве обороны память была длиннее, чем у рыбы, то там бы помнили, что на странице, если не ошибаюсь, 154, она у меня есть сейчас, потому что я сейчас еду встречаться с людьми при должностях, которые скажут, ну, вы с ума сошли, как вы хотите вообще, что вы делаете? Вот. И на странице 154 у меня есть с собой, я хотел бы, если можно, зачитать, потому что мне, чувствую, придется зачитывать этот абзац в течение нескольких дней много раз разным людям. Раздел «Родина, мать зовет». Глава «Вставай, страна». Подпункт «Оккупация». Первый вариант силовой экспансии. Имеется в виду оккупация со стороны России и вариант силовой экспансии со стороны России. Это написано было 6 лет назад. Мы пишем. Очень короткое. Стоит лишь показать в прямом эфире ОРТ, что российский солдат едва лишь ступил шаг на нашу территорию, как начнется настоящее массовое соревнование представителей местных администраций за то, кто организует нашим братьям наиболее громкую массовую встречу. Но авторы убеждены, что на самом деле российская армия будет продвигаться к Киеву очень медленно, на каждом шагу сталкиваясь с препятствиями. Эти препятствия будут заключаться в том, что на пути следования российских военных в каждом городе и селе сотни тысяч людей искренне, без всякого принуждения, выйдут встречать их с хлебом-солью, танцами, песнями, слезами радости на глазах. Авторы убеждены, что россияне вообще не смогут добраться до Киева, так как в каждом селе им будут наливать и подносить рюмку, требуя непременно выпить на брудершафт. Возможно, кто-то из губернаторов не захочет сразу перейти на сторону оккупационных сил. Однако все местные советы в первый же час примут обращение с приветствием освобождения Украины от диктатуры американских прихвостней. Читайте книги, не дойдут никогда российские войска до Киева. Это ваш ответ директору департамента? Это мой ответ Министерству обороны, которые уверены, что российские войска могут дойти до Днепра. Не смогут.